Сегодня я готов вам показать лучший свой дом уходящего года. У меня в расте уже больше 15 тысяч часов, из них больше 10 тысяч я отыграл в соло. Киборг-убийца. И я знаю, как сделать удобно, надежно, профитно. Этот дом я изначально строил для себя. И самую важную цель, которую я преследовал, это сделать так, чтобы в этом доме было самое главное интересно играть. Интересно отбивать онлайн-рейды, заниматься торговлей через бункерные магазины, сейвить ресурсы в нелутаемых локерах, проводить электричество, ставить турели и так далее. Еще я всегда с завистью смотрел за клановыми домами, ведь у них дома всегда просторно, есть своя территория, где можно спокойно бегать, огромные лутовые, которые называются опенкором, и турели, которые стреляют чуть ли не через весь дом и могут засейвить ресурсы даже в самой патовой ситуации. И единственное, что было у меня в голове, я хочу так же. Кто бы мог подумать, но в этот маленький дом я уместил даже опенкор, которые контрят так понравившиеся мне турели. И это абсолютно не идет в ущерб защиты дома, ведь этот дом, по сути, из треугольников, и здесь все заставлено дверями. А теперь прибавьте к этому, что это полностью продуманный дом с поэтапным строительством, у которого даже на втором этапе есть полноценный первоначальный отстрел с несколькими выходами, где каждое окно мы потом заюзаем в будущем. Для возведения этого дома вам не нужно отводить никаких фундаментов, не нужно фармить тонны ресов для того, чтобы все это построить, а достаточно лишь по чуть-чуть приносить ресов в дом, ведь строительство всего дома умещается в один большой ящик. Думаю, хватит слов. Мне уже не терпится показать вам эту малышку изнутри. Это маленький дом, но здесь очень много всяких разных приколов, которые обычно используют кланы. Начнем с того, что вход в этот дом возможен сразу с 3 сторон. Здесь есть окошко, чтобы понаблюдать за тем, что происходит спереди. А также, если вас убили в открытых дверях, то задипать вас не получится. Ну а если случилось так, что какая-то толпа к вам пришла под дом сидеть с двушками, то у вас на этот случай есть радикальное решение. Также, что является огромным плюсом, у этого дома есть свой собственный микрокомпаунд. Компаунд — это такая территория, куда не залезть без взрывов. Я думаю, и так понятно, что при онлайн-рейде она очень полезна. А еще если на ней всякие гантрапы понавешать, то вообще цены ей не будет. Также вокруг дома снизу есть такие вот окна, через которые можно стрелять и контрить абсолютно все входы в дом. Дом, по большому счету, предназначен для 2 человек в команде. Но если что, и втроем по кайфу будет. А вот эти турели очень имбовые. Каждая такая турка смотрит сразу на 2 выхода из дома. Как вы знаете, у нас в расте ограничения на турели есть до 12 штук, и в этом доме их ровно 12. Так что рейдерам с этим домом точно придется повозиться. За первой дверью я поставил изучалку и сундуки, чтобы сюда скидываться. А уже за этой дверью располагается наш центр дома. Он достаточно просторный и нет ничего лишнего. Уже здесь у вас находятся ящики и 3-й верстак, чтобы все крафтить. А также прям в этих окнах располагаются нелутаемые локеры. Ну и микронычка такая сверху. Прикол этих локеров в том, что если рейдер их сломает, то весь лут упадет вниз. А значит, для того, чтобы они смогли забрать этот лут, им как минимум придется взрывать стенку. Ну и посмотрите, что за этим этажом пристально наблюдают турели. Безнаказанно здесь никто не будет находиться. Это мой винтовой бункер, который я показывал несколько роликов назад. Минусов у него нет, протолкнуться нельзя. Сломав эту солому, он не откроется. Так что, прежде чем писать комментарии, посмотрите рум-тур до конца. Также обратите внимание, что здесь сразу 5 ящиков в каждом таком квадрате. Ну и гантрапчик здесь на страже порядка. Если мы поднимемся на 3-й этаж, то это будет основной комбат спавн в этом доме. Также здесь есть такая лутка на 4 ящика. А в этих 2 магазах за окном я рекомендую хранить все, что вам может понадобиться для онлайн-защиты вашего дома. Смоки, ракеты, гранаты и все такое. Если мы выходим на отстрел, то здесь сразу на нас смотрит турель. Да не одна, сразу 3. А через рампу у нас под ногами можно полностью контролировать спуск в сам бункер, а также вход в сам дом. Если вас здесь не будет, то здесь будет турель. Ну и по окантовке всего дома сделаны вот такие наисочнейшие пики вниз. Я думаю, даже не стоит говорить о том, что абсолютно все входы в дом контролируются с отстрела. Ну и держите у себя в голове тот факт, что для строительства этого дома не нужно отводить никаких фундаментов. При наличии ресурсов постройка всего дома займет у вас минут 15. Также, особенно для тех, кто любит стрелять сидя, я из таких. Здесь есть такие отстрелы через треугольные крыши, которые отлично себя показывают практически во всех моих домах. Ну и плюс с них открывается очень качественный отстрел на саму крышу. А вот как раз наши магазы для онлайн-защиты. Подъем на саму крышу сделан через треугольный люк. Я треугольные люки не особо люблю, но в этом доме он смотрится просто отлично. Ну и обратите внимание, как именно у меня здесь стоят турели. Они защищены практически со всех сторон. Поэтому если вам захотят их с коптера снести, придется потратить штук 10 скоростных на каждую. Ну а если вы себе еще и ПВО воткнете, то вообще крепость будет. Также на крыше нашлось место для 2 кроватей. Так скажем, внешний комбат спавн. Прилетели с коптера, можно скинуться в эти ящики. Также здесь у меня стоят бункерные магазины. Открывается, если что, он таким способом. Их можно либо просто использовать для торговли, или даже хранить какой-то более-менее ценный лут. Но про хранение лута
это если у вас мультишкафы будут. Таких магазов на крыше у вас еще 2 штуки. Также обратите внимание, что каждая турель смотрит на наши ящики, и безнаказанно к ним подобраться не получится. Теперь давайте посмотрим, как у нас там в мейне дела. Я же вам обещал, что расскажу про бункер. Я уже строил этот бункер у себя в выживании несколько раз, и показывает он себя очень достойно. Для того, чтобы открыть этот бункер, недостаточно сломать этот потолок. А весь прикол в том, что эта винтовая лестница держится на 2 потолках сразу. А значит, для того, чтобы его открыть, нужно ломать сразу оба потолка. Через стену эти потолки не ломаются, так что полноценный бункер. Чтобы закрыть этот бункер, нужно сначала поставить один потолок, потом нужно поставить второй потолок. Потом запрыгиваем на второй и прямо отсюда устанавливаем винтовую лестницу. И улучшаем абсолютно в любой материал. Протолкнуться в этот бункер невозможно. Обслуживание дома перед вами. А еще знаете, где можно вообще не платить за содержание дома? Amazing Online — это бесплатная ролевая онлайн-игра с открытым миром и безграничными возможностями. Широкий спектр отечественных и зарубежных автомобилей. Прокачай свою тачку и стань самым бесстрашным дрифтером области. Ну или просто проводи уютные вечера в компании друзей и подруг. Интуитивно понятный интерфейс. Весьма нестандартные работы как для новичков, так и для прошаренных игроков. Здесь каждый сможет найти занятия по душе. Стань героем этого города и следи за порядком граждан. Участвуй и побеждай в глобальных мероприятиях с крутыми призами. Покори вершины криминального мира и заслужи авторитет. Или просто наслаждайся атмосферой свободы и веселья в режиме реального времени. Это все малая часть того, что здесь есть. Загляни в описание и играй вместе со мной, а мой промокод JOINT даст тебе отличный бонус. До встречи на Amazing Online. Запустится даже у тебя. Как всегда, я рекомендую сразу накинуть будущий план фундаментов дома. Однако в этот раз делать это не обязательно, потому что дом достаточно маленький. Я буду грейдить сразу в конечный вариант. Вы же можете делать поначалу все из камня. Центровина у нас из МВК, все остальное железное. И теперь мы приступаем к билдингу нашей стартовой кибитки. Вся центровина дома у нас полностью заставляется стенками, кроме одного треугольника. Поначалу это будет наш первоначальный выход, а потом на этом месте будет подъем на второй этаж. Обратите внимание, что место для шкафа весьма недефолтное. Мы должны поставить его именно на этот треугольник, чтобы в будущем мы смогли сделать бункер. А там, где, казалось бы, должен стоять шкаф, мы ставим 3 печки. Вообще, можете заставлять эту кибитку как вам нравится, но я показываю самый удобный вариант. Обратите внимание, что здесь дверных проемов стоять не должно. Потом мы туда поставим окна для нашего бункера. Но и снаружи ваш домик будет выглядеть именно так. Если вы в какой-то момент почувствуете, что вам нужно больше дверей, не бойтесь, ставьте. Но вообще, я бы как можно раньше рекомендовал делать выход сразу на второй этаж. И именно выход на второй этаж мы сейчас и сделаем. Если что, то дом можно строить по мере поступления ресурсов. Абсолютно до всех стенок можно будет дотянуться и потом, даже когда дом будет полностью построен. Здесь повнимательнее. Видите, я слева от подъема поставил оконный проем. В будущем там будет стоять аккумулятор. А когда выход вы сделали, просто снимаете дверь, которая пониже, и устанавливаете ее повыше. И если вас очень напрягает эта щелочка, то просто поставьте среднюю табличку. И когда выход на второй этаж у вас есть, ваш дом будет выглядеть именно так. Ну а когда уже и второй этаж есть, хочется, конечно, отстрел тоже иметь. Для начала устанавливаем дверные проемы, как у меня на видео, двери в них и теперь оконные проемы между ними. Поначалу ставьте хотя бы деревянные решетки в эти окна, чтобы к вам никто не залез. Все же это лучше, чем ничего. Но и по итогу, когда вы полностью закрываетесь на втором этаже, у вас получается полноценный отстрел в 2 стороны. А также, помимо этого, сразу 3 выхода в разные стороны. Для подъема рекомендую использовать крышу. Можете ее хоть боком, хоть на себя ставить, вообще без разницы, все равно потом уберем. Ну и лично я, когда строил этот дом у себя в выживании, после застройки второго этажа я делал сразу же выход на 3-й. На мой взгляд, так как минимум безопаснее. Ну и плюс на крышу можно будет выйти как-никак. Но и с выходом на 3-й этаж ваш домик будет выглядеть именно так. Подсидеть вас с 3 выходами будет весьма сложно. На этом этапе у меня уже начинались проблемы с местом под ресурсы. Как хорошо, что сейчас именно тот этап, когда мы строим основные лутовые. И здесь я бы вас попросил смотреть повнимательнее, в какой именно последовательности я все застраиваю. Потому что в этой лутовой используются рампы. А рампы, как вы знаете, любят конфликтовать друг с другом. Поэтому, чтобы у вас точно все получилось, просто делайте как я. Сначала устанавливаем ту рампу, которая пониже, потом ту, которая повыше. Также для более лучшей стабильности нашего отстрела обязательно добавляйте вот этот фрейм. Он будет помогать держаться вашему
вашему отстрелу, если вас будут рейдить в стенке. Ну и потом устанавливаем высокую железную рампу. Ее я рекомендую перманентно улучшать в металл. Далее начинаем обустраивать эту лутовую. По итогу у вас здесь должно получиться 5 больших ящиков. Если у вас будет изучение гантрапа, то не поленитесь, скрафтите и поставьте по центру. Гантрапчик весьма хороший. Как видите, все прекрасно лутается и всем удобно пользоваться. Ну а скрыться от посторонних глаз можно, просто закрыв дверь. Смотрите, с этой стороны у нас по итогу такая лутовая. И в этом месте мы должны сделать все то же самое. Закрывать наши оконные проемы пока что не спешите. На крайняк лучше улучшите стенки под ними в МВК. Потому что, как-никак, это ваш единственный отстрел, пока вы не построите весь дом. Я в глухих коробках не люблю жить, поэтому держу его как можно дольше. Обустройство этой лутовой идентично той, что мы делали ранее. Когда эти две лутовые у вас готовы, домом становится весьма удобно пользоваться. Но хотелось бы выход, конечно, немножко усилить. И именно это мы сейчас и сделаем. Здесь полностью делаем пустой квадратик. При желании, кстати, можете туда спальник кинуть. Если ресов много будет, то можно будет МВК-бункер сделать через скилл. По обустройству нашего предбанника, в принципе, ничего сложного. Все то же самое, что было в румтуре. Единственное, что у нас до сих пор нету нормального подъема. Поэтому не забудьте сделать такую пристройку, чтобы попадать домой. Если вам постоянно будут ее ломать всякие бомжи, то просто апните ее в дерево. Потом, если что, сами выдолбите. Сейчас мы с вами завершили строить третий этап дома. И снаружи ваш дом имеет такие очертания. Как видите, даже третий этап этого дома максимально простой и понятный. А на моих любимых серверах Раструма с рейтами 1,5х построить этот дом не составит проблем. Скоро Новый год, и ребята готовят для вас нереальное игровое событие с подарками свыше 100 тысяч рублей. Там и скины за фармресов, и привилегии раздают чуть ли не за просто так. Но самое главное, что в группе ВК у них уже завтра выйдет пост, в котором они раскроют главный приз уходящего года. Стоимостью больше $1000. И все это только при игре на серверах Раструма. Вся инфа будет в закрепленном комментарии. И на мой взгляд, сейчас самое время сделать дополнительные буферки к нашему мейну. Для начала мы без приколов закрываем тот оконный проем, где мы ставили табличку, чтобы к нам в мейн не смотрели. Напомню, что с этой стороны у нас в будущем будет стоять аккумулятор. А вот с других сторон у нас будут стоять нелутаемые локеры. Но чтобы им было на чем стоять, под них нужно сделать заготовку. Потолки для локеров лучше сразу апайте в металл. Ставить эти шкафчики сразу не обязательно, их можно поставить и потом, я покажу. С этой стороны мы делаем все то же самое. На нелутаемый локер нужно обязательно ставить замки. Недавно я рейдил дом, и у чувака было сразу 3 таких локера, но ни на одном локере не было замка. Не повторяйте его ошибок. Это непосредственно спуск в наш будущий бункер. Здесь обязательно должен стоять такой проем. Именно благодаря нему к вам не смогут протолкнуться. Аккумулятор ставится таким способом, и все там спокойно подключается. Как только шкафчик для переодевания у вас появится, я бы сразу рекомендовал его поставить. Спрыгиваем вниз, устанавливаем, потом ставим лестницу и выбираемся. Однако только этого сделать недостаточно. Нам нужно добавить еще железный потолок прямо над шкафчиком. И как только вы его улучшите, поздравляю, вы справились. Скажу по секрету, я в эти локеры иногда даже сишки запихиваю на ночь. Один фиг эти железные стенки ради говенного сета никто не рейдит обычно. Верстак здесь важно ставить именно с левой стороны, что второй, что третий. Если вы поставите его правее, то при открытии бункера просто он может сломаться. На третьем этаже справа от двери мы устанавливаем оконный проем. В будущем там появятся магазины для онлайн-защиты. Пока их там нету, просто ставьте бойницы. Также здесь у нас находится еще одна лутовая. Ее я обычно использовал для всякого мусора. Также хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает меня на бусте. У меня там вышло сразу 2 новых ролика. Это 7-й приватный дом и клановый. Сапка стоит всего $2. Присоединяйся. И теперь мы плавно перешли к отстрелу в этом доме. У нас дом полностью симметричный, и с других сторон нам нужно будет сделать все то же самое. Смотрите, по центру я поставил высокий треугольный фундамент. Сделано это только для экономии ресурсов. Если рельеф вам не будет его позволять поставить, то просто ставьте низкий и на него полустенку. Но мне позволяет, поэтому я ставлю высокий. Далее с помощью полустенок мы выравниваем и устанавливаем оконные проемы. В них сразу можно поставить бойницы. После чего мы должны поднять фреймы высотой на 1 этаж. На эти самые фреймы мы также устанавливаем оконные проемы. После чего улучшаем их в металл. Если у тебя возникнут какие-то сложности по этому дому или по любому другому дому с моего канала, то ты всегда можешь обратиться в мой Discord. Я или моя команда помощников поможет. Смотрите, внизу нужно быть немножко повнимательнее. С одной стороны мы ставим фрейм для треугольного люка, а с другой стороны просто потолок. Почему потолок? Потому что будет удобнее попадать в дом. Далее мы здесь ставим фреймы и улучшаем их. Потом от дома по направлению к фреймам устанавливаем потолки. Далее ставим треугольные крыши. Также не забудьте
помните, что именно в этом месте у нас будет будущий подъем на крышу. Не застройте его случайно. По сути, сейчас мы заканчиваем делать одну сторону. Помимо этой стороны у вас таких еще две. Однако выходы на крышу должны быть не со всех сторон, а только с двух. Ну а попозже я еще обращу ваше внимание на это. Также, чтобы полноценно закончить одну сторону, сюда мы устанавливаем сетки. Сетки по большей части нужны для того, чтобы когда у вас компаунд полностью был построен, к вам никто не мог пробраться. Снизу у нас также должны быть треугольные крыши, но их надо ставить в самом конце строительства, потому что они в некоторых моментах могут заруинить. Теперь абсолютно то же самое мы должны сделать еще с двух сторон. Как видите, ничего сложного, достаточно просто один раз посмотреть. Я не очень люблю оставлять дом в недостроенном виде, особенно когда уже половина отстрела готова. Поэтому на этом этапе я бы вам рекомендовал немножко все же больше подкопить ресурсов и сразу построить все, что нужно. То есть я вам сейчас показываю, как строить одну сторону, и сейчас я вам сразу же покажу, как строить еще одну. Вот я вам рекомендую сразу на весь отстрел сразу накопить ресов. Потому что у меня было так, что я одну сторону поднял, чтобы посмотреть, все ли у меня встает как надо. Потом буквально полчаса затупил, и ко мне сразу же пришли беседовать. А вот здесь я наглядно показываю, что у нас всего две заготовки для выхода на саму крышу. Сверху, там где нету заготовки, будут две кровати потом. Теперь мы начинаем делать отстрел между тем, что мы сейчас построили. Да, здесь не надо ничего отводить, но поиграться с фундаментами все же придется. Это так называемый вайтгэп курильщика. Именно здесь у нас и будет располагаться основной вход в дом. Внешние треугольные фундаменты лучше опать в металл, чтобы их вам не выдолбили. Если высота фундаментов позволяет, можно печки на землю накидать, ящики поставить. В общем, все зависит от вашей фантазии. Но самое главное, что вы просто обязаны сделать, это поставить гантрапы. Они и раньше-то были весьма сильным предметом, но с тех пор, как ввели ограничения на турели, они стали очень ценны. Как минимум потому, что их можно ставить сколько угодно. В этой части мы, как и в предыдущей, должны поднять фреймы высотой на один этаж, после чего в них также тыкаем наши сетки. Ну и чтобы никто не мог у вас сидеть на вашем квадратном потолке, ставьте туда колючку. Далее на эти фреймы ставим треугольники. Потом по окантовке добавляем оконные проемы. И смотрите внимательно. Если вы собираетесь ставить себе бункерные магазины, то их нужно ставить именно сейчас. До тех пор, когда будут установлены треугольные крыши. Я попозже объясню, почему бункерный магазин нужно ставить именно сейчас. Далее мы закрываемся квадратным потолком, и вокруг нашей железной рампы мы устанавливаем фреймы для двойных дверей. Если вы переживаете, что вы пока не в онлайне, к вам могут в эти рампы заглядывать, то вы можете закрыть эти рампы гаражками. Но и по сути, эта часть отстрела у нас закончена. Однако, обратите внимание, что она не приконнекчена к основному дому. То есть, если мы сбоку посмотрим, у нее нет никакого соединения. И она у вас будет гнить. Чтобы она у вас не гнила, что можно сделать? Можно поставить сюда фрейм для квадратного люка, можно оставлять в соломе, можно улучшить в дерево, а можно сразу сделать мультишкаф. Для этого просто 4 квадрата от этого фундамента отводите и делаете заготовку. Здесь обязательно ставим 2 полустенки и далее застраиваем так, как это делаю я на видео. Этот шкаф ставить не обязательно, но я бы вам искренне рекомендовал это сделать, потому что мультишкафы являются по сути единственным вашим шансом проснуться после рейда незастроенным. Ну и плюс в них можно всякие ресурсики секретные хранить, но все же самое главное, что они вас защищают от застройки. Даже один такой маленький мультишкаф может напрочь отбить все желание рейдить ваш дом. Ну и в общем, давайте представим ситуацию. Вас зарейдили, сломали основной шкаф, но не застроили. Что вы делаете? Вы отсоединяете таким способом этот мультишкаф от дома, возвращаете ваш шкаф обратно в мейн и потом просто соединяете обратно. Легче этого ничего нету. И то же самое мы делаем еще с двух сторон. Понятное дело, мультишкаф делать не обязательно. Также у меня скопилось уже достаточно много способов, как можно прятать свои ресурсы. Вот, думаю, полноценный ролик по нычкам сделать. Что скажете, вообще нужен вам такой ролик или нет? Пишите в комментариях. Единственная уязвимость этого дома снизу, это как раз таки вот эти фундаменты, которые металлические торчат снаружи. Каменные их я бы ни в коем случае не рекомендовал оставлять. Особенно, если вы в вашем компаунде что-то будете хранить. Ну и когда весь отстрел у вас сделан, я бы вам рекомендовал заняться крышей. Выходы у нас будут через треугольные люки. И коль мы спустились вниз, давайте сразу там поставим турели. Всего на отстреле у вас их будет 6 штук. Так что занять отстрел в этом доме будет очень сложно. Также смотрите, в этом месте у нас нет щелей, в которые можно упасть. Однако мне чисто с эстетической
эстетической точки зрения не нравится, как здесь все выглядит без дверей, поэтому я их ставлю и вам советую. Чтобы не проваливаться вниз в этом месте, нужно либо делать крыши из камня, либо ставить такие сирены. Я ставлю сирены, чтобы отстрел был покрепче. Далее на крыше нам нужно поставить еще 3 турели по бокам. Это будет уже 9 установленных турелей в этом доме. Еще 3 турели будут стоять у вас в самом низу. Еще у меня на крыше, как вы помните, стояли скидочные ящики. Я не буду слишком красиво здесь все расставлять. Но на каждую сторону помещается по 2 больших и по 2 маленьких ящика. Теперь смотрите, с этой стороны у нас спуск, с этой спуск, а здесь у нас должны стоять кровати. Однако, если у вас нету новых скинов на камень, то тут могут возникнуть проблемы, потому что ставится только одна кровать. Проблема эта решается. Сначала ставим кровати, потом ставим крыши. Если у вас есть платный скин на камень, то там без разницы. Потолок будущего ветряка улучшаем в металл, чтобы его не долбили. Ну а потом везде просто делаем все то же самое. Эти крыши решают сразу 2 проблемы. Во-первых, они закрывают щель, которая есть у нас в отстреле, а во-вторых, защищают непосредственно саму турель. Ну и в целом с ними все выглядит красиво. Теперь мы переходим к нашим ветрякам. И вот тут вот лучше послушать внимательно. Если вы для постройки используете бесплатные скины, то у вас поместится только 2 ветряка. И ставить их нужно в разные стороны друг от друга, как это делаю я на видео. 3-й ветряк просто не встанет. Вместо него туда устанавливаете солнечные панели. Однако, если у вас есть платные скины, будь то на металл или на камень, то тогда вы сможете поставить 3 ветряка, но только если поставите его правильно. Видите этот еле заметный прямоугольник по центру? Вот он должен быть чуть правее центра потолка. Если вы так их установите, то все 3 ветряка встанут без проблем. И этой энергии уже хватит и на свет, и на все 12 турелей, и вообще париться не придется. А теперь, помните, я вам говорил, что еще расскажу про бункерные магазины? Их нужно ставить в самом начале, когда вы делаете этот отстрел. Если они вам нужны, конечно. То есть вы до установки этих треугольных крыш должны поставить над ними треугольный потолок для бункера. Но не для бункера, для магазина. А сам магазин ставится очень просто. Я, конечно, полет использую, но там и без полета все ок. Потолочек, на котором стоит магаз, лучше, конечно, улучшать в МВК, если там есть что-то ценное. Ну и с оставшихся 2 сторон, по идее, тоже можно воткнуть магазины, но делать это нужно заранее. Также сейчас наглядно показываю, как устанавливать комбат магаза. Здесь, в принципе, ставится все на изичах. Главное, смотрите, чтобы магазы плюс-минус по центру были. И как видите, щелей нету, все спокойно лутается. Ну и теперь давайте к нашему бункеру. Печки, естественно, отсюда убираются. Далее мы ставим сюда потолочек. Так, спалка мешает, но это да, перестановку здесь надо сделать. По итогу, в идеале у вас должно здесь быть вот так, 2 оконных проема. Далее через стену устанавливаем винтовую лестницу. Сейчас мне мешает лампочка, которую я устанавливал в самом начале. Я ее снял, и мне теперь ничего не мешает сделать бункер. Ну а чтобы эту винтовую лестницу сломать, нужно избавиться от 2 соломенных потолков сразу. Последний потолок отлетает, и винтовая лестница ломается. Я надеюсь, вы еще не поставили треугольные крыши в самом низу нашего дома. Ведь если у вас нет платных скинов, то тогда нужно сначала поставить турель, а потом уже крыши. Впрочем, как только что я это сделал на видео. На этом постройка этого дома закончена. Не забывай, что у меня есть Бусти с приватными домами. И ролики туда, впрочем, как и на YouTube, выходят на постоянной основе.